Привет, друзья! Меня зовут Марина, и вы на моем канале по вязанию. Сегодня будет очень интересный мастер-класс по вязанию шапки, как у главной героини Эды Йылдыз из сериала «Постучись в мою дверь». Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. 1, 2, 3, 4. Поехали! Для вязания такой шапки я выбрала пряжу от Lana Gatta, коллекция Maxi Soft, в одном мотке 50 грамм и в нем 90 метров. И понадобится 3 мотка. Цвет пряжи 14419, и у продавца этот цвет назывался розовый грейпфрут. Для вязания такой шапки я беру неразъемные спицы, длина от кончика до кончика примерно 40 сантиметров. Это спицы Чиагу и диаметр 3,5 миллиметра. Также для вязания нам потребуются чулочные спицы. У меня 3,5 миллиметра. Это такой же диаметр, как и основные. Также крючок, иголка с большим ушком, маркер такой, маленькие маркеры и ножницы. И далее приступаем к вязанию шапки. Мы будем вязать резинкой 2 на 2, это 2 лицевые, 2 изнаночные. Раппорт узора составляет 4 петли. И если вы будете вязать на окружность головы 52-54 сантиметров, набирайте 108 петель и плюс 1 петля для замыкания. То есть на спице набираем 109 петель. Если вы будете вязать на окружность головы 56-58 сантиметров, то набираем на спице 112 петель плюс 1 для замыкания, то есть 113 петель. Я вяжу на окружность головы 56-58 сантиметров и буду набирать на спицы 113 петель. Итак, обычным способом на спицы набираю 113 петель. 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Набираю 113 петель. Набрали на спицы 113 петель. Теперь я распределяю по длине все петли и смотрю, чтобы петли нигде не были перекручены. Так, все вроде ровно. Так, смотрю, нить от клубка у меня находится сверху, а хвостик снизу. И одну петлю мы используем для замыкания вязания в круг. Так, для этого с левой спицы петлю перебрасываю на правую, а с правой спицы подхватываю и просто сбрасываю. Подтягиваю петли. Так. И теперь петлю, которую мы переснимали с левой спицы, мы возвращаем. Шапка у нас будет с отворотом. И чтобы красивый наборный ряд у нас был на лицевой стороне, мы вязание должны перевернуть. Подтягиваем петли. Вот у нас теперь нить от клубка снизу. Я ставлю маркер, чтобы отмечать начало нового ряда, и начинаю вязать резинкой 2 на 2. Начинаем с лицевых. Провязываем 2 лицевые и 2 изнаночные. В первом ряду изнаночные мы будем провязывать вот таким вот образом. 2 изнаночные есть, следующие 2 лицевые. Далее 2 изнаночные. Изнаночные таким образом мы провязываем только в первом ряду, начиная со второго ряда, и последующие мы изнаночные будем провязывать иначе. И так
чередованием 2 лицевые и 2 изнаночные вяжем до маркера. Провязали до маркера, и это у нас получается второй ряд. Второй ряд и последующие вяжем следующим образом. У нас идет 2 лицевые. Лицевые провязываем за передние стенки. Вот 2 лицевые. И 2 изнаночные за задние стенки. 2 лицевые и 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязывая таким образом петли, у нас шапочка как с лицевой, так и с изнаночной стороны будет выглядеть одинаково. Провязываем еще раз 2 лицевые и 2 изнаночные. И таким чередованием вяжем до маркера и продолжаем вязать остальные ряды. У меня закончился клубок. Вот столько я связала из одного клубка. И буду сейчас соединять с другим клубком. У Lana Gata, у коллекции Maxi Soft в скрутке 8 маленьких нитей. Есть Lana Gata Super Soft, там 6 ниток, в этой 8. И что я делаю? Я разделяю по 4 нити. Вот примерно столько нити будет достаточно. Беру новый клубок и точно так же у нового клубка я разматываю примерно такой же длины. Разматываю скрутку, тоже делю 4 и 4. Основную нить, получается, я разделила на 2 части по 4 с одной и с другой стороны. Одну я оставляю, и вторая понадобится. И та нить, которая у нас идет от нового клубка, я также разделила на 4 и 4 поровну. Что мы делаем дальше? Вот идет наша нитка от вязания. И берем одну часть от нового клубка. И по направлению друг к другу ложим вот таким вот образом. Здесь у нас остается небольшой хвостик. И дальше при соединении у нас получается 8 маленьких нитей. То есть то, что у нас и изначально было в вязании. И далее вяжем по узору 2 лицевые, 2 изнаночные. Если мы посмотрим с изнаночной стороны, то у нас получается вот нить 4, которую мы оставляли от первого клубка, и маленький хвостик вот такой уже получается нити, которая шла от нового клубка. И провяжем еще какое-то расстояние. 2 лицевые, 2 изнаночные. Так, вот у нас подходит хвостик. Здесь у нас нить, еще 4 нити, которые шли от нового клубка. Мы ложим по направлению к вязанию, чтобы у нас было 8 в результате маленьких нитей. Хвостик оставляем на изнаночной стороне. Эту нить, которая идет по направлению к вязанию, также оставляем на изнаночной стороне. Это сделано для того, чтобы потом с изнаночной стороны заправить хвостики.
Здесь у нас уже будет примерно на таком расстоянии отворот, и все хвостики спрячутся с изнаночной стороны. Так, вот наша нить. Плотно ее поджимаем, чтобы здесь у нас не получилось волной. Прячем на изнаночную сторону и продолжаем вязать по узору. И таким образом у нас в вязание введен второй клубок. И в конце вязания, когда мы будем закрывать макушку, обрезать нить, мы и спрячем эти хвостики. Они могут пока здесь поболтаться. Так, и продолжаем вязать дальше. Я провязала 100 рядов, каждые 20 рядов я отмечала маркером. 20, 40, 60, 80 и 100. И далее я все петли перенесу на чулочные спицы. У нас 112 петель, и на каждой спице будет 28 петель. Далее начинаем убавки. По узору у нас идет 2 лицевые. Провязываем 2 лицевые. Далее идут 2 изнаночные, и 2 изнаночные мы провязываем вместе. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные провязываем вместе. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные вместе. И так далее чередуем. 2 лицевые и 2 изнаночные мы провязываем вместе. И так вяжем до маркера. Маркер, который у меня был в начале вязания, я сняла. Теперь начало ряда у меня отмечены вот такими маркерами. Вот здесь у меня получается, что начало ряда. И я буду провязывать по кругу до этого маркера. Провязали. Далее второй ряд убавок. В первом ряду мы провязывали изнаночные 2 вместе, а в этом ряду мы будем вязать лицевые вместе. Далее у нас по узору идет 2 лицевые, и у 2 лицевых мы поменяем направление, развернем их вот так и провяжем 2 вместе. Изнаночная по узору за заднюю стенку. Далее лицевые разворачиваем вот так и провязываем 2 вместе лицевой. Изнаночная за заднюю стенку. У лицевых меняем направление и провязываем 2 вместе. Далее изнаночная за заднюю стенку. И таким чередованием вяжем по кругу до маркера. Провязали, и теперь видим, что у нас на спицах остается 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И предварительно мы лицевую развернем вот таким вот образом, чтобы и лицевая, и изнаночная у нас смотрели в одном направлении. То есть они были развернуты. Вот
развернули и провязали лицевую и изнаночную вместе. Далее снова лицевая, изнаночная. Лицевую мы разворачиваем и провязываем вместе с изнаночной лицевой за заднюю стенку. Далее развернули и за заднюю стенку провязали вместе с изнаночной. И так повторяем дальше. Лицевую развернули, из изнаночной провязали вместе. Далее. И таким чередованием мы вяжем по кругу до маркера. Петли в этом ряду мы стараемся зажимать поплотнее, вот, на правой спице, чтобы не было расстояния между петлями и макушка смотрелась более аккуратно и не было просветов на макушке. Вот поэтому в этом ряду мы их зажмем покрепче. После третьего ряда убавок на каждой спице у нас остается по 7 петель. Далее закрываем макушку, понадобится крючок, у меня крючок 2 миллиметра, тут без разницы какой, чуть больше либо чуть меньше. Отмеряем нити, чтобы у нас хватило для оборота 2 раза, ну, примерно так, и еще небольшой хвостик, и обрезаю нить. Размещаем шапку таким образом, чтобы нить у нас смотрела вот таким вот образом. Вот здесь наши маркеры были, и вот так размещаем, то есть нить по направлению сюда. Далее придерживаем пальчиком нити с одной спицы. 7 петель держим указательным и большим пальцем, убираем спицу и 7 петель переносим на крючок. Далее захватываем нить и проводим через эти петли. Также поступаем и со второй спицей. Придерживаем пальчиком большим и указательным, держим и вместо спицы вводим крючок. Далее берем нить и проводим через эти петли. Так, есть вторая спица. Далее точно так же мы поступаем и с третьей. Так, есть, проводим нить. И осталась у нас последняя, четвертая спица и 7 петель. Придерживаем, достаем спицу, вводим в петли крючок и проводим нить. Подтягиваем все петли для крепости, и чтобы наша макушка не распустилась, мы можем еще раз пройтись через петли и протянуть нашу нить. Так.
так даже можем и несколько раз пройтись вдоль этих петель на макушке. На лицевой стороне шапочки у нас остается нить. Заправляем иголку с большим ушком и сейчас формируем макушку. И теперь, чтобы нам закрыть вот эту макушку и шапка была максимально похожа на ту, которую на главной героине, мы возьмем и сошьем эти элементы, чтобы была макушка спрятана и шапочка вот именно вот так вот выглядела. Придерживаем указательным и большим и произвольно начинаем сшивать эти элементы. Одну часть беру с одной стороны и вторую часть с другой стороны. Захватываю так. Теперь дальше следующее. И так по порядку сшиваю макушку. Ну, дальше даже можно и по двум лицевым. С одной и с другой стороны. Даже, наверное, не нужно придерживаться какой-то схемы определенной при сшивании. В результате, мне кажется, все равно видно не будет. Вот, и получается вот так. Досшиваем. Вот, по-моему, выглядит очень аккуратно. Так, еще разочек пройдусь. Вот. Так, есть. И далее прячем нить с изнаночной стороны. Когда мы макушку укрепили, мы вовнутрь проводим нить, и уже с внутренней стороны, с изнаночной стороны, мы будем закрывать петли на самой макушке и в тех местах, где у нас было соединение клубков друг с другом. Сейчас покажу, как я это делаю. Так, в первую очередь закрепляем макушку, делаю вот такие петли, чтобы макушка не распустилась. Достаточно будет 2-3 узелков. Так, есть. Под самый хвостик я обрезать не буду и оставлю какое-то расстояние. И этот хвостик я просто введу вдоль косички. Вот таким вот образом, чтобы этот хвостик не болтался даже с изнаночной стороны, и все было аккуратно и красиво. Так, и вдоль косички у нас эта ниточка будет спрятана.
есть. Теперь я вернусь к маркерам и сниму все маркеры. Теперь возвращаемся к местам соединения клубков и смотрим, что здесь у нас идет 2 ниточки, здесь и с этой стороны. Первое, что мы сделаем, это подтянем и смотрим. Одну из ниточек мы будем прятать вдоль дорожки из лицевых петель, так же как мы делали на самой макушке, прятали нить, и прохожусь так вдоль дорожки. Так, ну, здесь до конца делать не буду и обрежу. Есть. Так, а с этой ниточкой можно развернуть и вдоль дорожки другой пройтись. Например, вот в этом направлении. И точно так же вдоль лицевых я прохожусь крючком и вплетаю эту нить. На слишком большое расстояние прятать не буду, столько будет достаточно, и ниточку обрезаю. Точно так же поступлю и с другими. Одну нить я провожу вдоль лицевых вниз. Так, есть, обрезаю нить. А вторую нить разверну и пройдусь вдоль других лицевых. Далее точно так же я поступаю и с этими нитями. На изнаночной стороне все нити спрятаны, и никто никогда не догадается, в каком месте было соединение нитей от разных клубков. Остается нам спрятать вот эту нить с лицевой стороны. Мы должны сделать таким образом, чтобы никто тоже не догадался, где у нас шло соединение нити. Так, здесь прячем на изнаночной стороне. Так, здесь не видно. И теперь эту нить мы будем проводить тоже так же, как мы проводили нить и на макушке, и когда ниточки правили, где было соединение клубков, мы нить проводили вдоль дорожки из лицевых. И здесь мы точно так же проходимся по этой косичке и заправляем нить. Вот, и таким образом практически не видно, где прячется эта нить, поскольку здесь будет отворот и видно не будет. И здесь проходимся вдоль в одну сторону и так. И потом разворачиваемся, чтобы укрепить эту нить. И идем в обратном направлении по той же косичке. И таким образом мы укрепим нить, чтобы она не вылазила. Так, есть. И проходимся практически до
с самого начала. Так, не доходя примерно одной петли, одной косички, мы обрезаем нить практически под самое полотно. И вот таким вот образом у нас практически не видно места соединения. Так, вот такая шапочка у нас получилась. До влажно-тепловой обработки сделаю замеры шапки. Так, у меня получилось 31,5 сантиметра. Влажно-тепловую обработку буду проводить вручную мягким средством для шерстяных вещей.